Всем привет! В прошлом видео мы с вами вязали вот такие классные боди на лето. Сегодня я вам покажу, как из остатков пряжи связать шапочку. Вот остаток еще у меня остался от розового комплекта. И вот такой вот у меня остался голубой клубочек от боди. Ну, примерно столько же у вас останется еще, поэтому вы сможете взять еще повязочку. У меня есть мастер-классы на повязочке, на которые уходит вообще минимальное количество пряжи. Приступим к вязанию. Нам понадобится пихорка детская новинка цвет айсберг, один маркер и спицы 3 мм. На самый маленький размер я буду набирать 64 петли. Самым обычным набором мы набираем 64 петли. 65 для замыкания в круг. Если вы хотите связать размер больше, прибавляйте по 8 петель, потому что мы делим на сектора, на 8 секторов, и закрываем мы по кругу. Также нам понадобятся чулочные спицы, также 3 мм. Шапочка самая простая, самая базовая, проще не бывает. После того, как мы набрали петли, нам нужно равномерно распределить их по спицам. Первый ряд будет вязаться тяжело, потому что размер у нас меньше 40 сантиметров, получается он от 36 до 40, а спицы 40 сантиметров. Если вы хотите, вы можете первые несколько рядов провязать на чулочных спицах, но я распределю. Петлю с левой спицы мы переснимаем на правую. Через нее нам нужно будет переснять вот эту вот с правой спицы первую и сбросить. Вот так вот мы чуть растянем, но ничего страшного. Пересбросили, вернули обратно, а вот здесь мы это все можем просто подтянуть. У меня, слышите, как цикады за окном кричат? Это ужас какой-то. Но если я буду сидеть с закрытым окном, я просто задохнусь. Так, подтянула. Ну, оно со временем еще подтянется. Нам нужно распределить петли. И мы начинаем вязать. Здесь мы вяжем резинку 1 на 1. Так, все, распределила. Подтягиваю. Мы тянем за обе ниточки. Начинаем вязать резинку 1 на 1. Первая петля у нас лицевая. Видите, как тяжело будет, но это только первый ряд 2. Потом все распределится, будет нормально. Изнаночная. Лицевая. Подтягиваем. Изнаночная. Здесь, когда мы провязали, мы уже распределяем, и оно будет идти легче. Лицевая. Это еще легче всего будет, конечно, вязать способом Magic Loop, но у меня нет спиц с мягкой леской, чтобы им вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом нам нужно провязать 10 рядов. Это все идет, подтянется. Когда первый ряд закончен, видите, оно уже все не так растянуто выглядит. Вяжем второй ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая. Видите, все изнаночные мы вяжем за заднюю стенку, для того, чтобы они с той стороны у нас не были скрещены. Лицевая, изнаночная. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Оно не будет выглядеть растянутым. Вот оно вот так вот будет смотреться нормально вполне. Если у вас есть спицы на леске Ади, по-моему, есть, они вообще укорочены, они там меньше 30 сантиметров, на них вам, конечно, будет удобнее вязать. Но вот на обычных с леской 40 сантиметров первые 2 ряда вяжутся вот так. Вяжем всего 10 рядов. Резиночка у нас готова. Мы переходим на вязание лицевой глади. То есть мы дальше примерно высотой до 10 сантиметров. У меня это получилось 18 рядов. Сейчас я точно перемеряю, чтобы не ошибиться. Я вязала давно, поэтому могла что-то перепутать. Сейчас померяем. До убавок. Ну вот, видите, до убавок 10 сантиметров получается.
У меня это 18 рядов лицевой глади. Просто все вяжем лицевыми петельками. Как видите, резинка абсолютно нормальная. После стирки она еще расправится и будет лучше выглядеть. Вяжем 18 рядов в высоту. Потом покажу, как мы будем делать убавки. Связала основную часть шапочки. Теперь нам нужно начать делать убавочки. 64 у нас на 8 делится, получается 8. И мы будем делать так. Провязываем первые 6 петель лицевыми. 5, 6. А 7 с 8 мы провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Опять мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе с наклоном вправо. Следующий ряд мы вяжем без убавок. И далее мы будем вязать 5 лицевыми, 2 вместе, 4 лицевыми, 2 вместе. Так мы будем постепенно сокращать по одной петле и убавим все петли. Так, 3, 4, 5, 6. 2 вместе. Нам нужно будет потом перейти на чулочные спицы и убавлять до тех пор, пока у нас на каждой спице не останется по 2 петли. В общем, всего должно остаться 8 петель в самом конце. Я уже сделала 2 убавки, сейчас у нас 3. Маркер мы повесим вот сюда, на нижнюю петельку, чтобы знать, где у нас начало ряда. И перейдем на чулочные спицы. Провязываем сейчас мы 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. Нам осталось сделать последние убавки. Сейчас у нас всего 16 петель. Из них нам нужно... или сколько? 4 за 4, 16, да, все правильно. Из них нам нужно сделать 8 петель. Мы провязываем все петли по 2 вместе. И после этого мы больше уже лицевой ряд не провязываем. Нам нужно будет отрезать ниточку и вдеть ее в иголочку. Отрезаем сантиметров 15, не больше. Провязываем все петельки 2 вместе. Извиняюсь за такое освещение, но показываю поближе. Теперь мы собираем все петельки на иголочку и затягиваем. Убираем вовнутрь. И тут нам надо все хорошо подтянуть и пришить эту веревочку. Так вот. В разные стороны несколько раз проколоть и хорошо подтянуть. Ну и, конечно же, нам надо будет убрать ниточку от начала. Сейчас вы можете по своему вкусу украсить как-то эту шапочку. Я, наверное, посмотрю, может быть, сейчас я к ней пришью пуговку. Пришлось уйти снимать другую комнату, но, в принципе, я вам уже все объяснила. Вот так вот смотрится макушечка у нас. Такие вот маленькие, миленькие шапочки. На мой шар 36 сантиметров, прям тютелька в тютельку. Обратите внимание, голубая немного больше. То же самое и с голубым бодиком. Почему-то немного он крупнее получился. Скорее всего, немножечко отличилось качество ниточки. Голубая немного более толстенькая. Но, в принципе, это не то чтобы сильно заметно, да, но вот какое-то небольшое различие есть. И голубой пряжи у меня получился расход немного больше. Хотя вот так вот, когда смотришь, да, заметно, что голубая чуть-чуть больше. Хотя все по петлям абсолютно то же самое. Ну и спицы, конечно же, те же самые. Я же не буду вязать на разных спицах. Так вот смотрится. Очень миленькие шапочки. Мне кажется, для новорожденных вообще самое то. Конечно же, сюда можно ушки какие-то, кучу всяких разных украшений можно придумать. Но я решила ставить так. Всем спасибо за просмотр и всем пока.